Привет! Это интернет-магазин Ланита, и это наша постоянная рубрика, где мы делимся советами, лайфхаками и просто полезной информацией о шторах. И в этот раз речь пойдет о магнитах для штор. Для того, чтобы проще понимать, для чего нужны магниты, предлагаю представить, что окно у нас это голова, шторы это волосы, а магниты для штор это возможность сделать прическу. А как мы знаем, прическа это основа настроения. Ух ты! И прежде чем мы начнем создавать себе настроение, предлагаю разобраться, из чего же все-таки состоят сами магниты для штор. В первую очередь магниты состоят из декорной части, то есть это та часть, которую мы видим. Это корпус магнита и трос магнита. И чем дороже и сложнее выполнен корпус либо трос магнита, тем собственно будет дороже сам магнит. Это могут быть магниты на пластиковой основе с осколками камней, магниты на металлической основе с камнями Сваровских, просто металлические магниты с пружинистым тросом, тканевый магнит, выполненный из тонких канатиков, магниты с жемчугом. В общем, вариантов достаточно много, как собственно и самих штор. И вторая скрытая часть магнита – это собственно сам магнит. И здесь важны его магнитные свойства. Если магнит слабой мощности, то он может использоваться исключительно для тюля, так как тюль – это легкая ткань. Если магнит крепкий и мощный, он может использоваться как для тюля, так и для шторы. Поэтому при покупке магнита учитывайте обе составляющие. Декорную часть магнита, подходит ли магнит под ваш интерьер либо под ваши шторы, и его вторую составляющую, хватит ли мощности магнита под выполнение ваших задач. Вариантов крепления магнитов для штор миллион. Все зависит от вашей фантазии. Предлагаю рассмотреть несколько самых простых классических способов. Первый, самый классический и простой способ – это когда мы подбираем штору изнутри окна. Мы опускаем магнит немножко пониже, подхватываем штору и поднимаем магнит наверх. Здесь важен момент с визуализацией. Если мы магнит цепляем достаточно высоко, то визуально мы можем увеличить высоту потолков. Если мы опускаем магнит пониже, то высота потолков, соответственно, будет казаться ниже. Вторым вариантом мы можем подобрать штору с двух сторон. Для этого нам нужно завести магнит за шторой и зацепить его на лицевой части шторы примерно за центр. При этом, если мы хотим создать объем, мы можем выпустить так называемые рукава. В третьем способе мы можем создать глубокие широкие фалды внизу шторы. Особенно хорошо этот способ подходит, если штора у нас лежит на полу. Мы берем угол шторы, нижний угол шторы и просто тянем его наверх. Этот угол шторы мы просто цепляем за боковинку. В следующем способе, используя несколько магнитов, мы можем воссоздать сложный по изготовлению пошив, так называемый французский ламбрекен. И, наконец, подобрав тюль просто посередине, дорогим красивым магнитом, мы создаем завершенность композиции, как будто юная леди завершает свой образ дорогим аксессуаром. Это было всего лишь 5 самых простых способов сделать прическу вашим шторам. Осталось 999 995.
Но, как вы понимаете, они более сложные, более творческие и более индивидуальные. И мы будем очень рады и признательны, если вы поделитесь с нами своими способами, а соответственно поделитесь ими и с другими. Небольшой совет от наших дизайнеров. Если тюль или штора имеет геометрические линии, полосы или геометрический рисунок, то возможности магнитов будут немного ограничены. К примеру, у нас есть тюль с полосами, и здесь важно учитывать, что подбирать ее нужно, строго сохраняя направление полос. Обязательно хочется отметить, что помимо декорной функции, магниты еще могут выполнять техническую услугу. Магнитом мы можем подобрать штору во время проветривания помещения. Можно приподнять штору во время уборки. Обогнуть какой-то предмет, стоящий возле окна. Ну, в общем, все, что только угодно для вашего комфорта. Как видите, все достаточно просто, но есть нюансы. Делайте прическу своим шторам и создавайте настроение в интерьере. А в следующем видео предлагаю поговорить о том, на что нужно обращать внимание, когда вы забираете пошитую штору из ателье.